Всем привет! Меня зовут Ольга Базикала, и сегодня будет классная тренировка на все мышечные группы. Тренировка подойдет так как для новичков, так и для людей, которые давно занимаются спортом. Усложнить тренировку можно добавить себе веса в тренировочном процессе или ускорить темп выполнения. Важно, если вы новичок и вы не успеваете за мной, акцентируйте внимание на правильной технике и выполняйте тренировку индивидуально в своем ритме. Вы подстраиваетесь под свою сердечную систему. За мной гнаться не нужно. Важно просто выполнить тренировочку по технике и кайфануть от этого. Итак, мы начинаем нашу тренировку. Я показываю первые два упражнения. Работать мы будем по 30 секунд. 30 секунд работаем, 15 отдыхаем. В перерыве между упражнениями важно, нужно пить воду. Это обязательно. Не пить – это неэффективно. Значит, первое упражнение у нас будет приседание, второе – отжимание с колен. Показываю технику первого. Широкая постановка ног. Носочки можно немножко в сторону. Спина ровная, стану к вам боком, чтобы вы видели технику. Спина ровная, лопатки свели. В процессе не сутулимся, не заваливаемся вперед. Важно, пятки от пола вы не отрываете, не смещаете центр нагрузки. Лопатки свели, вдох, 3 счета, на раз, подъем, выдох. Мы не падаем вниз, раз, два, три, на раз, подъем, выдох. Можете вынести руки вперед, так вам будет легче. Это первое упражнение. Второе упражнение, отжимание с колен. Руки шире ширины плеч, немножко вперед. Таз, никакого прогиба в спине, таз под себя. Носочки лежат на полу. Опускаемся на 3 счета вниз. Раз, два, три, вдох, на раз, подъем, выдох. Раз, два, три, вдох, на раз, подъем, выдох. Обратите внимание, что на усилие, дыхание это очень важно в тренировке, и на усилие мы всегда делаем выдох. Итак, начинаем нашу тренировку. В процессе тренировки я вас буду корректировать. Слушайте меня, не только смотрите. И поехали. Начинаем с приседаний. Начали. Работаем 30 секунд. Выдох. Вдох. Выдох. Пяточки от пола не отрываем. На подъем выдыхаем. Обратите внимание на вашу спину. Животики втянули. Спина не заваливается вперед. Грудная клетка не ложится на колено. В спине допускается небольшой наклон, но не сильный. Не забывайте, что это у нас приседания, а не наклоны. 3 секунды осталось. И на подъем выдох, отдых. Переходим на отжимания. Так, выставляем руки. Никакого прогиба, таз под себя. У нас 5 секунд. Приготовились. И поехали. Вдох, на подъем, выдох. Вдох, на подъем, выдох. Если вам тяжело, вы можете полностью опускаться грудной клеткой на пол, касаться пола, а точнее ложиться, и потом выполнять подъем. Выдох. Выдох. Держимся. Держимся. Чуть-чуть осталось. 6 секунд. Выдох. И еще разочек. Оп. И возвращаемся в исходное положение на приседание. Если успеваете, в перерыве пейте водичку. Напоминаю, у нас сейчас приседание, широкая постановка, носочки расставлены в сторону. Поехали. Вдох, выдох. Напоминаю, что если вам легко и хочется усложнить, вы можете выполнять быстрее или взять дополнительный вес. Новички работают без веса. Обращаем внимание на правильную технику. Это очень важно. Со временем, после наших с вами тренировок, у нас она будет не одна, ваша сердечно-сосудистая система укрепится, и вы сможете выполнять более сложные варианты тренировок. 2 секунды. Оп. В отдыхе переходим на отжимания. Сейчас, пока идет отдых, я вам покажу легкий вариант. Если вам тяжело, вы можете полностью опуститься и после встать. Подстраиваемся под свою нагрузку. Поехали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Раз, два. Кажется, что упражнения легкие, но если выполнять правильно и концентрироваться, то очень круто с вами проработаем все мышечные группы.
8 секунд. 3. Отдыхаем. Мы не считаем, мы выполняем по таймеру. Таймер у меня стоит передо мной, я на него периодически поглядываю. Приготовились. Приседания. Поехали. Выдох. Выдох. Носочки развожу в приседаниях в сторону сегодня для того, чтобы дать дополнительную нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. На подъем выдох, спину не сутулим. Когда делаете, очень важна в тренировке связь мышцы-мозг. Вы не просто повторяете за мной, вы пытаетесь прочувствовать, какие мышечные группы у вас работают. Выдыхаем. Переходим на отжимания. Осталось совсем чуть-чуть. Если кому-то тяжело, держитесь. Если чувствуете, что нужно отдохнуть, нажмите видео на паузу, отдохните и потом приступайте вместе с нами. 3 секунды. Поехали. Выдох. 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 Держимся, не сдаемся. Я знаю, что сейчас некоторым тяжело, но мы же хотим красивое тело, мы хотим быть здоровыми. И поэтому мы сделаем эту тренировку до конца. Осталось чуть-чуть. Отдых. И у нас сейчас завершающий сетик. Держитесь, не сдавайтесь. Это очень важно. Спорт это нелегко, но я гарантирую, что вам понравится. Сейчас выполним сет, и потом у нас будет более долгий перерыв. Приготовились. Поехали. Выдох. 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 Приседайте медленно. Если чувствуете, что не можете, не сдавайтесь. Просто сделайте медленнее темп. И после тренировочки обязательно напишите мне в комментариях, как вам тренировка и на какие мышечные группы вы хотели бы выполнять следующие тренировки и какие у вас цели, с какой целью вы выполняете наши с вами тренировки. Отдыхаем. Последний сет отжимания. Кто-то для того, чтобы делать красивое тело, кто-то хочет похудеть. Мне интересно, напишите мне, мы составим с вами далее тренировочный план. Я гарантирую, вам понравится. Приготовились, последний сет. Поехали. Я вам скажу, что это всего лишь первый круг, а я так нормально еще подустала. Но скоро у меня, я надеюсь, у вас откроется второе дыхание. И к концу тренировки мы будем готовы выполнить еще одну. 7, 5, 3, 2. Супер. Первый сет есть. Мы отдыхаем, пьем водичку. Как вам настроение? Первый сетик закончился. Дальше будет только огненные упражнения. Пьем воду. Эти тренировки могут выполнять и дети, поэтому если есть желание подключить ваших детей, подключайте, следите за техникой, обязательно тренируйтесь в кроссовках, не босиком, но я думаю, что понравится должно всем. Сейчас, пока вы отдыхаете, я показываю вам следующую технику упражнений, но у нас сейчас будут выпады, здесь важно правильно концентрироваться на упражнении. У тех, кого возможно большой избыточный вес, делать это упражнение нужно медленно и правильно. Спешить нельзя, потому что тем более, если вы новичок, можно при неправильной технике травмировать себе коленный сустав. Смотрим. Я становлюсь вам боком для того, чтобы вы видели технику. Лопаточки я свела, спина у нас ровная. Ноги на ширине таза. Я сейчас с места делаю назад, сначала шаг. Потом, это я вам медленно показываю, опускаюсь сверху вниз. Обратите внимание, я опущусь сейчас, чтобы вам показать. Опорная нога данная, когда у меня правая ушла назад, стала левая. И поэтому пятка опорной ноги не отрывается, туловище не смещается вперед. Тогда нагрузку с ног вы переносите на сустав, и тогда будет не польза, тогда будет травма. Обратите на это внимание, делать не спешите. Спешить, торопиться – это нехорошо. Нет такого в спорте, чем быстрее, тем лучше. Нет. Смотрим. Значит, я показываю
опустились, вернулись в исходное, опустились, вернулись в исходное. Это показываю легкий вариант, чтобы вы понимали. Шаг, опустились сверху вниз, не вперед. У меня это уже на автомате, я давно выполняю эти упражнения. Я буду вот, у меня сливается шаг назад и опускание. Шаг назад и опускание. Это первое упражнение. Второе упражнение будет на спину. Упражнение лодочка в динамике. Смотрим. Значит, я ложусь на пол. Глаза смотрят в пол. Смотреть прямо – это переразгибание в шейном отделе. Это неправильно. Поднимаем грудную клетку, поднимаем ноги, зафиксировали. Руки вперед. И начинаем движение лопаток, локтей вниз и сводим лопатка одну к другой. Выдох. 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 Это второе упражнение. Я вам говорю, кажется легко, на самом деле нелегко, потому что здесь к динамике подключается статика. Достаточно энергоемкое упражнение. Так, мы приготовились. Хлебните воды еще раз перед следующим сетом. Этот глоток воды вам понадобится. Напоминаю, что сейчас мы с вами делаем выпады, переходим в лодочку в динамике. Все точно так же у нас получится по 4 упражнения, по 4 повторения каждого упражнения. Поехали, включаем таймер. Начали. Шаг назад в исходное, шаг назад в исходное. 3. Я очень люблю выпады и приседания, это базовые упражнения. Они нагружают все мышцы ног. Напоминаю, что важно выполнять это правильно, и тогда будет результат на теле, в настроении, везде. И на подъем делаем выдох. Отдыхаем 15 секунд, и в это время готовимся к следующему упражнению лодочка в динамике. Не переразгибаем шейное дело, не поднимаем голову. Приготовились. Мой таймер говорит, начали. Выдох. 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 Чувствуете, как работают лопатки? Если все правильно делаете, если концентрируетесь, мы чувствуем, как работают мышцы спины. Особенно будут чувствовать, я думаю, те, у кого офисная работа, кто постоянно работает за компьютером, и у кого переходим отсутствие движения на протяжении всего дня. Мышцы спины слабые, и они активно нагружаются в таком случае и включаются в работу. 5 секунд и опять выпады. Поехали. Когда я делаю выпад, у меня идет концентрация, связь мышцы-мозг. Я представляю ту мышечную группу, которая у меня работает, акцентирую на ней внимание и получаю результаты тренировки лучше, чем нежели я бы думала о чем-нибудь другом, не знаю, о прогулке, там, о кино. Концентрироваться на тренировке очень важно. 3 секунды, еще делаем шаг и переходим на второе упражнение. Если вам выполнять пока лодочку в динамике тяжело, выполняйте просто лодочку без движения рук. И таймер говорит, поехали. Выдох, выдох, выдох. Я представляю, как будто я лопатку тяну к лопатке. Они сходятся, расходятся, сходятся. Включаю активно мышцы спины. 10 секунд. Ноги не опускаем ноги. Для этого это и статика, что туловище зафиксировано. Не сдаемся. Помним, когда делаем. Какая техника, что Оля говорила? Оля говорила поднять руки, поднять ноги. Зафиксировали. Становлюсь вам сейчас лицом. Посмотреть на вас. Поехали. Выдох. Выдох. Шаг можно в выпаде делать шире, можно делать уже. Я делаю средний шаг. Уже шаг нагружает больше переднюю поверхность бедра, шире заднюю поверхность бедра. Ну а середина, естественно, золотая середина. 8 секунд. На подъем выдох. Мы с вами молодцы. Мы бомбим до конца. Отдых. Лодочка. Осталось чуть-чуть. Держимся, не сдаемся.
Лодочка — это эффективное упражнение. Если вы новичок и хотите укрепить мышцы спины, вот с этого и начинаем. Таймер говорит, поехали. Выдох, выдох, выдох. Обязательно после тренировки напишите мне, как вам тренировка. Следующая будет еще эффективнее. Восемь секунд. Работаем, ноги не опускаем. Спину не опускаем. Все в статике. Отлично. И, наверное, вы считаете вместе со мной. Еще один сетик. Последний. И потом у нас отдых. Приготовились. Спинка ровная. Не сутулимся. Начали. Шаг назад в исходное. Шаг назад в исходное. У нас работают ноги сейчас. Грудная поработала в первом подходе в отжимании. Значит, у нас и ноги, и спина, и грудь, и все мышцы. Дальше вас ждет сюрприз в следующем сете. 8 секунд осталось. Я уверена, что он вам понравится. 3. Еще раз. Супер. И завершающий подход, и отдыхаем. Обязательно пьем водичку. Приготовились. 5 секунд. Поднимаем ноги, руки. Оп. Выдох. 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 Сводим лопатки. Не опускаем ноги. Статика, динамика. Для того, чтобы усложнить тренировочный процесс и сделать тренировку более энергоемкой. 10 секунд. Чуть-чуть осталось, держимся. 3. Еще раз. Оп. Супер. Пьем водичку. Подумайте про себя, как вы думаете, какое упражнение будет следующее. Конечно же, это будет пресс. Сейчас будет акцент на мышцы кора. Показываю первое упражнение, второе и приступаем. Первое упражнение — это будет сетапы. Смотрим внимательно. Здесь будет два варианта выполнения упражнения. У кого избыточный вес, слабая спина или, может быть, спина периодически побаливает, то выполняет легкий вариант упражнения. Я сначала показываю сложный, основной, потом легкий. Мы опускаемся на пол, поясницу стараемся прижать к коврику, руками касаемся пола. Выполняем подъем и касаемся руками носочков. Это основной вариант выполнения. Легкий, стопы на полу. Спина опять-таки прижата. Внимание, спину мы не отрываем. Старайтесь так, чтобы постоянно она была прижата. Контролируйте это. Нам нужно нагружать мышцы пресса, но никак не мышцы спины. Руки за голову. Вы представляете, что ваш пресс — это гармошка. Вот верхнюю гармошку к нижней, одну часть с другой. Соединили, отпустили. Руки за головой, но если мы держим руки за головой, это не значит, что мы тянем себя за голову. Нет, мы просто их положили. И поехали. Выдох, сжали, растянули. Выдох, сжали, растянули. Это дополнительный вариант. Вы выбираете тот, который подходит больше вам по вашему уровню подготовки. И второе упражнение на пресс — это будет наша любимая планка. Смотрим внимательно. Значит, ладонь на уровне плеча, носочки, нога на ширине бедра. Вы представляете, что вы струнка, и вы не проваливаетесь вниз, не прогибаете спину. Мышцы кора, таз подтянули под себя. А вас тянут с одной стороны в одну сторону, с другой в другую. И вы как струнка стоите натянуты, при этом держите ваши мышцы кора. Мышцы кора — это пресс. Смотрите. Становимся. Вот этого нет. Таз под себя, мышцы кора в напряжении. Вы струнка, вас натянули, мы зафиксировались и стоим. Итак, первое упражнение — упражнение на пресс. Сетапы, второе упражнение тоже на мышцы кора, только статика, планка. И мы начинаем этот сет. Приготовились. Выбираем упражнение по своему уровню подготовки и поехали. На подъем выдох. Выдох. Кто выполняет сложный вариант, касаемся руками пола и носков.
Напоминаю, концентрируйте внимание на том, чтобы спина не отрывалась от коврика, когда она опустилась вниз. Есть. Второй подход, планочка. Приготовились. И поехали. Ладонь на уровне плеча. Зафиксировались. Вы струнка. Голову в шейном отделе не переразгибаем, не смотрим вперед. Мышцы пресса напряжены. Никакого прогиба в спине. Чувствуете, как все трусится? Чуть-чуть. Есть. Возвращаемся на первое упражнение. Если вы в первом подходе поняли, что остальное упражнение вам делать тяжело, берите легкий вариант. Приготовились. Поехали. На подъем выдох. Концентрируйтесь на мышцах пресса. Я при подъеме акцентирую внимание. Слушаю, как мне, слышу уже, как мне жжет. Значит, я хорошо и качественно работаю. Переходим на планочку. Кому тяжело выполнять планку на вытянутых руках, вы можете встать на предплечье. Приготовились. Поехали. Спину не прогибаем, таз под себя. Мышцы пресса напряжены. И не забываем дышать. Руки в локтях не сгибаем. Чуть-чуть. Есть. Возвращаемся на первое упражнение. Мышцы пресса. Упражнение на мышцы пресса мы делаем для того, чтобы мышцы были красивыми. Но также важно следить за питанием, чтобы наш пресс было видно. Приготовились. И поехали. Выдох. На подъем. Не останавливаемся. Есть. Переходим на планку. Осталось совсем чуть-чуть. Я понимаю, что многие уже устали, но мы с вами держимся и не сдаемся. На старт. Поехали. Держим спину. Не прогибаем. И обязательно дышим. Осталось чуть-чуть. Руки на вытянутых. Локти не сгибаем. Ладонь на уровне плеча. Есть. И переходим на завершающий сетик. Еще разочек делаем пресс, планочку. И мы с вами молодцы. На старт. Начали. Выдох. Выдох. Если вы делаете легкий вариант, я напоминаю, что если руки у вас за головой, вы голову не тянете, руки просто лежат. Чуть осталось. Есть. Завершающий сетик. Планочка. И мы сможем. Чуть подустали уже. Приготовились. И поехали.
Мышцы живота не отпускаем. Втянули их, таз подкрутили. Стоим, не расслабляемся. Осталось совсем чуть-чуть. Держимся. Чуть-чуть не падаем. Есть. Фух. Ну, пока я с вами поговорю, вы пьете водичку, отдыхаете, восстанавливаетесь. Мы молодцы. Мы сделали классную, эффективную тренировку практически на все мышечные группы. Я вас поздравляю, вы не сдались, вы ее выполнили. И впереди нас ждет еще много интересного. От вас я хотела получить обратную связь, какие тренировки вы хотели бы увидеть, на что делать акцент, какие цели у вас сейчас. Мне интересно, потому что я буду для вас писать тренировки, соответственно, тренировки должны нравиться вам. Если есть какие-либо пожелания, обязательно мне их напишите, я всем отвечу и дам обратную связь. Ну и, конечно же, спасибо вам за совместную тренировку. И что? И до встречи на следующей крутой, эффективной тренировке. Пока-пока.